Как шла битва за точность после появления первых кварцевых часов? Расскажу в этом ролике. В 1969 году появились первые кварцевые часы Seiko Astron. Кварцевая технология означала новые возможности создания наручных часов и с точки зрения удобства, и с точки зрения точности. С их появлением развернулась настоящая гонка за создание самых лучших часов. На всякий случай напомню, что внедрение электричества в часы началось даже не ради точности. Первые электромеханические модели Гамильтон имели обычный баланс с обычной частотой колебаний и не отличались фантастической точностью. Они брали другим – удобством. Батарейка давала возможность не заводить их до года. Точность была лишь одним, самым понятным и самым заметным из аспектов, и пришла в часы позже с ростом частоты колебаний. Сперва в модели Акутрон от Булова частота камертона выросла до 360 Гц. В первых кварцевых часах от Seiko она составляла уже 8 кГц, и достигнутая японцами точность в 20 секунд в месяц казалась поразительной. Чтобы оценить эту цифру, напомню, что атомные часы на цезий-133 в качестве международного стандарта были приняты лишь в 1967 году. Поэтому цифры Seiko Astron просто поражали. Да и в целом эти часы были не просто точными, на тот момент они были почти идеальными. Судите сами, точность 20 секунд в месяц, что было недостижимо для механики, прекрасная надежность, батарейка минимум на год. Гениальность Seiko состояла в том, что компания сумела усовершенствовать не один, а сразу несколько параметров часов. Создавая Astron, компания отказалась от привычных принципов и внедрила в часы три элемента. Шаговый мотор, вместо вроде бы отработанных технологий в виде баланса спуска или камертона, который продолжали использовать швейцарцы. Камертонообразный кристалл кварца вместо простой пластинки и микросхема. И довольно быстро компания пришла к частоте резонаторов 32 кГц как оптимальной. Она обеспечивала и хорошую точность, и приемлемый срок работы от батарейки. Конфигурация, которую предложила Seiko, сегодня стала стандартом для абсолютного большинства кварцевых часов. Но внутреннюю кухню понимали специалисты. Для простых же людей самым ярким и понятным изменением стала именно точность. Выпуск Астрона послужил спусковым крючком, который запустил гонку на создание самых точных часов. Все понимали, что ключ к точности лежит в частоте колебательной системы. Понимали это в том числе соседи по рынку, которые мечтали о реванше. В 1974-м Омега выпустила модель под названием Мега Кварц. Название, с одной стороны, перекликалось с именем марки, с другой отражало главную характеристику калибра 1510 – кристалл кварца с частотой резонанса в 2,4 МГц. Кварц здесь имел не просто высокую частоту и необычную форму, но и был вырезан под определенным углом кристаллической решетки. Формальная точность часов составляла рекордные 12 секунд, и уже не в месяц, а в год. Рекорд продержался недолго. Через год Citizen анонсировал Crystal Mega – часы с резонатором частотой 4,1 МГц и заявленной точностью в 3 секунды в год. Чем на это ответила Seiko? Пожала плечами. Зачем? Во-первых, еще в 1974 году одна из ее фабрик, Сува Сейкоша, довела точность серийного калибра 38 до 2 секунд в месяц. Конечно, не так впечатляюще, зато дешево и сердито. Во-вторых, космическая точность обходилась конкурентам в космические же суммы. Специалисты шутили, что Citizen стоило сравнять две цифры – частоту кварца в 4,1 миллиона Гц и цену 4,5 миллиона йен. Даже когда через несколько лет цены слегка исправились, Marine хронометр от Омеги все равно стоил почти $2000, а Citizen доходил до $15 000. Нужно ли удивляться, что за все время, по разным данным, Citizen удалось продать не то 3000, не то вообще всего 300 экземпляров своих мегачасов. А в-третьих, заявленные цифры хоть 12, хоть 3 секунды в год не имели ничего общего с реальными, потому что проработать год те часы не могли в принципе. Высокочастотный кварц буквально сжирал энергию, и батарейки хватало буквально на несколько месяцев. Увеличение частоты до миллионных значений – путь бесперспективный. Это стало окончательно понятно в 1978, когда все та же Seiko выпустила калибр 9980A. Часы, известные под названиями Superior или Twin Quartz, имели точность 5 секунд в год, а батарейки хватало на 1,5–2 года. Фишкой стало применение термокомпенсации. Дело в том, что при всех своих плюсах кристалл кварца имеет один большой минус. Частота его колебаний сильно зависит от температуры. Это хорошо видно на графике. Омега и Citizen пытались бороться с этим увеличением частоты и выбором специальной конфигурации кристалла. Seiko пошла другим путем. Встроила в механизм не один, а два кварцевых резонатора.
которые работали на разной частоте и имели разную зависимость от температуры. Один кристалл генерировал колебания для работы механизма, а с помощью второго электронная схема вносила своеобразную поправку и обеспечивала фантастическую точность. Таким образом, Сейка опять пошла нестандартным путем, предложила новое решение и выиграла. Причем, заметьте, как и в случае Астрона, решение касалось не какой-то одной характеристики – точности, а удобства использования часов в целом. В конце 60-х, после победы Сейка на швейцарском хронометрическом конкурсе, это соревнование было отменено. Наверное, так произошло случайно. В 1978 году выпуск Сейка модели Twin Quartz также случайно совпал с прекращением производства мегакварца от Омега. Сейка в очередной раз дала миру правильное направление развития, а сама, казалось, махнула на тему экстраточных часов рукой. Вплоть до второй половины 80-х выпускалось несколько модификаций двухкварцевых часов, которые отличались заявленной точностью от 20 до 5 секунд в год и ценой от 75 тысяч йен. Сравните с Citizen. Если вам попадутся часы с изображением нескольких кристаллов кварца на циферблате, знайте, перед вами тот самый Twin Quartz. А что делали швейцарцы? Конец 70-х не был лучшим периодом для швейцарского часпрома, и сил на создание чего-либо экстразначимого у них просто не было. Тем не менее, ИТА взяла за основу направление термокомпенсации и вела разработки совместно с Longines. В 1984-м появилось семейство механизмов ETA Thermaline, калибр ETA 255-561 с двумя кварцами. Идея была похожа на Сейка, но за 6 лет технологии шагнули вперед. И если японцы в своем Twin Quartz были вынуждены использовать аналоговые схемы, то ETA стала доступна уже цифровая корректировка температурной погрешности. Основной кристалл имел стандартную частоту 32 кГц, второй корректирующий 262 кГц. На базе этого калибра выпускалась модель Longines Conquest VHP. Эта аббревиатура расшифровывалась как Very High Precision – ультравысокая точность. Она здесь составляла честные 10 секунд в год. Модель выпускалась вплоть до 1996 года. Почему до 1996? Возможно потому, что парой лет раньше из Японии прилетел очередной привет. Точнее, 2 привета или 2 удара подряд. Первым стал калибр Сейка 9F, выпущенный в 1993 году. Сейка по традиции решила обойти коллег на повороте. Компания использовала идею термокомпенсации, но вместо второго кварца, как в Twin Quartz или в ETA, или вместо термистора, как в калибре 50-35 от Rolex, встроила термодатчик прямо в микросхему. Да еще и запаяла кварц и электронику в герметичную оболочку для пущей защиты от непогоды. Сейка уже имела прекрасные наработки по выпуску кварцевых резонаторов и в области высокоточной механики, я имею в виду модели Grand Seiko. А когда совместила все это, получила уникальный кварцевый механизм. Калибр 9F давал точность 10 секунд в год, при запасе батарейки до 5 лет, а отдельные выпуски заявлялись точностью плюс-минус 5 секунд в год. Великолепный с точки зрения отделки и состоящий из металлических деталей, он был рассчитан на работу до репассажа в течение 50 лет. И в целом был гораздо ближе к люксовой механике, чем к обычному кварцу. Этот калибр сегодня считается эталоном люксового кварца. Про него мы планируем сделать отдельный рассказ. Если 9F напрочь закрыл для швейцарцев люксовое направление, то второй удар калибр Сейка 8F56 отсек нижний сегмент рынка. Этот механизм появился на год позже 9F и хотя тоже относился к высокоточным, отличался от него по всем параметрам. Во-первых, в нем не было термокомпенсации. Единственный кварцевый резонатор работал с частотой 196 кГц. Он боялся перепадов температуры, но при нахождении на руке минимум 12 часов в сутки давал годовую погрешность в 20 секунд в год. Именно такую точность с оговоркой на необходимость ношения на руке и заявляла компания. Во-вторых, он был дешевым. И в-третьих, это был почти эталон идеальных часов для обычного человека. Судите сами, огромной 3-вольтовой батарейки хватало на 10 лет. За этот срок максимальная погрешность укладывалась в несущественные 3 минуты. Фишками стали вечный календарь и независимая стрелка второго часового пояса. Переводить пояса в этой модели можно было, не боясь сбить показания минут и секунд, так что цифры точности здесь не были виртуальными. Купил и забыл. На протяжении 10 лет ничего трогать, ничего подводить в этих часах было не нужно. Особенно хороши были Sportura Perpetual календарь в титановом корпусе. Легкие, комфортные, точные. Без шуток, почти идеальные часы. Не буду скрывать, что эта модель была и остается одной из моих любимых. Сказав про 2 удара для швейцарцев, я чуть не забыл про третий. Он тоже прилетел из Японии. В 1995-м Citizen показал калибр A660 с одним кристаллом в 32 кГц, термокомпенсацией и точностью в 5 секунд в год.
Правда, как и в калибре 8F56 от Seiko, для достижения такой точности часы нужно было носить на руке минимум по 12 часов в сутки. На базе трехстрелочного калибра были созданы механизмы с вечным календарем, который имел независимую часовую стрелку. Под вывеской Chronomaster или The Citizen наследники той модели выпускаются по сей день. По отделке и цене Citizen расположился между сейковскими 9F и 8F56. Эти часы были в 2-3 раза дешевле Grand Seiko на калибре 9F и существенно проще внешне. На вызов японцев ETA ответила калибром 255-611, тоже с одним кварцем на 32 кГц, цифровой термокомпенсацией и точностью в 10 секунд в год. В Longines этот калибр превратился в калибр L546, на базе которого с 1996-го выпускалась вторая версия Conquest VHP. Нигде ничего носить компания не требовала. В базовый калибр был встроен вечный календарь с независимой часовой стрелкой. И так же как Seiko имел 10-летнюю батарейку. Смена веков прошла под канонаду битвы вечников от Seiko и Longines. Уж больно похожими были характеристики и функциональность. Longines Conquest VHP был точнее, вечник от Seiko дешевле. В итоге победили деньги. В 2002 году производство Conquest VHP было прекращено. Покупатель оказался не готов платить лишние деньги за высокую точность. Высокоточный Conquest был на $300-400 дороже Conquest обычного. Цены же на вечник от Seiko составляли как раз те самые $300-400. В итоге у японцев калибр оставался на конвейере до 2010 года. Но наработки ETA не пропали. Начиная с 2002 года высокоточные часы с калибрами Super Quartz начал активно предлагать Breitling. Калибры B72, B73, B77 и так далее – это разновидности нескольких механизмов ETA. 955 серии, 251, аналога цифровой 988 и других. Все они основаны на термокомпенсации и имеют один резонатор на 32 кГц. Интересно, что если сама ETA заявляет для механизмов точность в 10 секунд в год, то Breitling почему-то скромничает. В ряде случаев он указывает худшие цифры – всего 15 секунд. Аналогичные механизмы использовались и в Омега. Что Breitling, что Омега стоили приличных денег – несколько тысяч долларов. Однако, отработав технологию высокоточных часов, ETA начала интегрировать ее в массовые марки. В 2013-м точные калибры появились у Certina. Это модели Preci-Drive. В их основе однокварцевый модуль с уже привычной для ETA частотой 32 кГц. Помимо основных стрелок, эти калибры имеют еще 4 двигателя, которые приводят в действие счетчики хронографа. Механизмы очень хороши по функциональности, но какими-либо эстетическими изысками не отличаются. Зато и цены почти народные – от $500. Двинуть технологии в массовый сегмент решил Citizen. Но японский концерн пошел по другому пути, который он выбрал еще в 1975-м – использование высокочастотных кварцев. В 2010-м для дочерней компании Bulova концерн предложил резонатор в виде трезубца с частотой в 262 кГц. На его основе были созданы часы Bulova Precisionist с точностью в 10 секунд в год. А под собственным брендом в 2018 году Citizen заявил калибр 0100, который сочетает в себе резонатор с рекордной частотой в 8 МГц и термокомпенсацию. Туда же интегрировали главную гордость Citizen – солнечную батарею. Заявленная точность чуть ли не секунда в год, цена $7500. Однако на конец 2019 года проект находился в стадии прототипа, живых часов в продаже не было. Сможет ли солнечная батарея реально питать 8 МГц кварц? Не останется ли 0,100 просто экспериментом, каких мы в часовом деле видели множество? Пока неизвестно. Но вернемся к родоначальнику кварцевой темы, к Seiko. Как говорил, во все времена компания старалась создать не просто точные часы, а часы идеально удобные в использовании. Неудивительно, что в последние годы она сосредоточила внимание на коллекции Astron GPS. Эти часы могут работать автономно, но умеют получать время под GPS и даже сами определять и устанавливать часовой пояс, куда занесло их владельца. Если добавить, что механизм умеет подзаряжать батарею от солнца, получим часы максимально близкие к идеалу. Атомная точность и отсутствие какой-либо головной боли. В части же высокоточных механизмов в постоянной коллекции присутствует Grand Seiko с калибром 9F. Плюс время от времени компания балует ценителей лимитированными сериями часов с этим калибром с точностью в 5 секунд в год. И все. Возможно, в Seiko считают, что этого достаточно. На данный момент эти часы и без того являются самыми точными среди серийных и эталоном кварца для всех конкурентов. А возможно, как и в прошлые годы, японцы готовят какое-то очередное неординарное решение.
До сих пор молчание японского гиганта кончалось именно этим. Поживем – увидим. Ведь битва за точность точно не закончена. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть еще больше интересного из мира красивых вещей и сверхточных механизмов. До новых встреч!